Я приветствую вас, дорогие друзья, подписчики и гости канала. Я думаю, что вы точно следите за всем происходящим, как и мы с нашими экспертами. Геннадий Владимирович Гудков со мной прямо сейчас на связи. Здравствуйте, Геннадий Владимирович. Я приветствую всех, желаю всем доброго вечера. Готов к вашим вопросам. Да, записываем мы эту беседу вечером, и мы точно подведем итоги всего уходящего вот этого рабочего будня финального, который стал, ну, наверное, роковым. Началось все с признания или вступления, или вхождения фейковой незаконной аннексии. В общем, Запорожье, Херсон, Луганск, Донецк объявлены 4 регионами, которые вливаются в состав Российской Федерации. Многие думали, что этого не произойдет. Произошло. Почему? Путин готовится к ядерному шантажу после того, как вооруженные силы Украины перемелют ту армию, которую он посылает на фронт. Вот, собственно говоря, ответ. Ему нужна бумажка, ему нужны какие-то решения, ему нужно эффективное голосование. Даже если никто не пришел, все равно написали, что там 50% явилось, и 90% проголосовало. Вот он прикрывает всякое дерьмо, всякими бумажками, на которых написано закон, указания, распоряжения и так далее и тому подобное. Поэтому вот это его особенность характера и буквоедства в прямом смысле. А надо ему только для того, чтобы потом заявить, а у нас в доктрине написано, все, кто покушается на нашей территории, может быть поражен ядерным оружием. В ответ мы знаем, что Украина сказала, ну теперь мы в НАТО. Угу. Но как-то в НАТО нас, собственно, особенно так и не ждут. Все ждали сенсационного, такого умопомрачительного заявления Столтенберга после нашего СНБО и подписи Зеленского, Стефанчука и Шмыгаля, а вышел, ну, какой-то такой своеобразный информационный казус. Вроде бы и Столтенберг не сказал нет, но и не сказал да. Но он не ожидал. Ему же, что такое Столтенберг? Это политическая фигура, которая получает, которая озвучивает выработанную государственную позицию. Это же политическое руководство. Столтенберг — это генеральный секретарь НАТО, который там меняется время от времени. Это лицо тех решений, которые вырабатывает политический истеблишмент стран НАТО. Значит, еще не выработали, значит, еще какие-то там идут переговоры, консультации и так далее. Не успели. Может быть, для них это тоже было неожиданно. Я же не знаю, там как заявление готовилось. Было оно там проработано, не было. Были уведомлены партнеры по украинской коалиции, которые поддерживают страну. Ну, может быть, и не было. Но я вообще считаю, что по сути, по смыслу, оно правильное. Украина сражается за весь цивилизованный мир, за всю мировую демократическую цивилизацию. Сражается так, как никто не сражался последних там 100 лет. Прямая дорога не только в НАТО, а, как так сказать, еще в руководство НАТО. Показывают чудеса героизма, мужества. И тут все как раз логично. Угу. А что касается, ну, вот какого-то ответа на это, насколько действительно вот мы близки к тому, что Россия начнет войну с НАТО? Ну, пока не начнет. Мы же видим, что они пока будут бросать в бой вот это вот сброд, который собирает. Ну, может, не сброд, но все, конечно, там разные люди. И те, кто против войны, кто не хотел этой войны, кто вообще, так сказать, там не успел просто убежать. Но это необученные люди, которые совершенно демотивированы. А те, кто там со стаканом едет на поле боя, они моментально трезвеют. Ну, если успеют, трезвеют моментально. Если они успеют понять, что с ними произошло, они тут же протрезвеют. Вот, ну, понятно, что это не войны. А это так, там они как на рыбалку едут. Думают, что сейчас вот на рыбалку, там вот сейчас вот, да, или на охоту. Не, ребята, вы на смерть едете. Там вас не ждут в качестве каких-то гостей. Ну, я думаю, что это все бравада, которая она кончается при первом же выстреле, при первой же крови, при первой же смерти. Скажите, Лиман — это, наверное, такой очень яркий подарок, да, к этому празднеству, которое устроил Путин в Москве на Красной площади с вот этим присоединением. Окружение завершилось, и что дальше? Вот это самый главный вопрос. Подоляк несколько твитов даже написал о том, что ждем, когда Россия попросит о выходе.
А будет ли вот эта просьба, или их там оставят с помощью, без помощи? Я бы взял в плен. Я бы взял в плен, да еще и провел бы их по Киеву. Уж если мы так про пиар говорим. Тем более там гуманно относятся, нормально, в рамках международной конвенции к пленным. Никто над ним там не издевается. Вот поэтому можно и провести, показать. Пусть их там, если их там действительно много окажется. Поэтому я думаю, что вообще, честно говоря, впервые страна будет постоянно меняющимися границами. То есть Россия страна с постоянно меняющимися границами. Сегодня был Лиман, завтра его нет. Вчера была там какая-нибудь станица, сегодня ее нет. Это что? Это до такой степени маразма, дебилизма дошли в Кремле, что мне даже о них говорить как о здоровых людях, Гришин, вообще даже невозможно. То есть у них явно какая-то там форма политической шизофрении, причем это политическая шизофрения, это медицинский диагноз. То есть у них вот этот бред политический является каким-то вот галлюцинирующий бред на фоне развития шизофренических синдромов. Но я по-другому не могу это оценить. Мы там навсегда, мы там это, мы уже не успели навсегда встать, как мы тут же разбежались, тут же побежали. Не знаю, такого позорища, я думаю, что за всю свою тысячелетнюю историю, сколько там существует российское государство, мне кажется, такого позора и безобразия не было никогда. Скажите, Путин стал самым худшим, самым ненавидимым правителем, который, по всей вероятности, угробит всю страну. Вот никому это не удавалось там за 1000 лет, а я боюсь, что он сумеет. Отрицательный талант фантастический. Отрицательный. Вот это просто, конечно, просто удивляешься. Вот кажется, что уже ничего невозможно сделать. Нет, он приходит и еще хуже все делает. То есть вот как бы вот уже все, нет, хуже невозможно, ребят, ну все невозможно. Не, Владимир Владимирович, достаточно прийти и, так сказать, все тут же развалится, то, что даже невозможно было развалить. Талант великолепный, все разваливать, ухудшать, превращать в дерьмо. Выдающийся, так сказать, деятель. скажите, а почему не Крымский автономный округ с Рогозиным во главе? Почему 2 области, 2 республики? Что это? Да они сами не знают. Они же сами не знают, они не могут определить ни статус, ни руководство, ни там кого как чего. У них же нет ни поддержки никакой. В администрацию никто не идет, в полицию никто не идет. Учителя не вынуждены завозить там, экспортировать, импортировать. Какая-то квази-территория убогая. Люди там, ну хорошо, паспорт ты получил, ты куда с ним пойдешь, ты поедешь? Все, ты обречен, так сказать. Я не знаю, вот я смеюсь, но это вот от бессилия, от понимания полного кретинизма, идиотизма, который творится, который за пределами всего уже. Даже я не знаю, что эта ситуация сделала, когда мы видим высочайшую степень идиотизма. Просто какого-то там даже не в кубе, не в квадрате, не в кубе, а в какой-то там невероятной степени идиотизма. Ну что вот с этим делать? А кому нужна Россия? Задаю я вам не риторический вопрос из вот этой сакраментальной речи Путина. Да, отвечаю, нормальной России нужна всем. Да и даже Украине она нужна. Нормальной, свободной, демократической России. Всем нужна. Россия же внесла огромный вклад в развитие мировой цивилизации. Ну, может, не такой огромный, как там ряд других европейских народов, но все-таки весомый и заметный. Не каждая страна может гордиться такой историей. Не каждая страна. И если бы Россия действительно была нормальным цивилизованным государством, конечно, она заняла достойное место в мире. Но вот пришел Путин и все обосрал. Уж извините, так сказать, по-простому скажем. Да ладно бы обосрал, так еще и угробил, все уничтожил и продолжает это уничтожать. В том числе, так сказать, уничтожил значительную часть самосознания народа. Это вот самое страшное, что он с ним сделал. Геннадий Владимирович,
Зеленский говорит, что будет говорить не с Путиным, с каким-то другим президентом Российской Федерации. Это правильный посыл, своевременный? И что он означает? Это означает, что война будет идти до освобождения всей территории. Это будет означать полное военное поражение Путина. Это будет означать его крах. Я думаю, что Зеленский это понимает. Когда я говорю во всех эфирах, как Пономарь, что ключ к победе над путинизмом, вообще как таковым, искоренению путинизма, кроется в военной победе Украины в этой войне над путинской армией, над путинской ордой. Я же не просто так говорю, я тоже это понимаю, Зеленский это понимает. И понимает Байден, который там проговорился, что нельзя Путина власти оставлять. Понимаете, все мировые лидеры, все политики понимают, что оставление Путина у власти – это очень опасная штука, которая может привести еще к более разрушительным последствиям, нежели сейчас. И все-таки, ну, какие-то же переговоры быть должны после всего происходящего. Гуманитарный переговор. Нет, ну, конечно, если вдруг вот там сейчас все это произойдет, еще Путин будет там числиться президентом, придется говорить, но найдутся какие-то посредники. Я думаю, что Зеленский не будет с ним встречаться и разговаривать. Ну, кто-то будет уполномоченный украинского государства, если уж дело дойдет до дела. А так, ну, он действительно изгой. Он действительно человек, которому нельзя подавать руки, потому что на тебе тогда тоже будет печать какая-то гнусности передаваться от этого рукопожатия. Нет, это человек, которого уже мировая элита списала. Но он обращается чуть ли не ко всему миру. Списала в утиль списала. В утиль истории. Он же обращается ко всему миру. Он же там за традиционные ценности, за семью, как мы могли услышать, и против... Знаете анекдот? Знаете? Да, пожалуйста. Когда там приходит мужчина уже в возрасте, далеко за 70, и говорит: доктор, а мне вот как с моей бабушкой что-то вот как-то приостановилось. Я говорю: ну, знаете, для вашего возраста, в принципе, нормально, ничего страшного. Только там у меня сосед там под 90, так он говорит, что у него каждую ночь там по 2-3 раза все случается. Он говорит: а вы откуда знаете? Ну, он говорит. Ну, если хотите, и вы говорите. Вот говорит Путин, кому он говорит? Его никто не слушает, ему никто не верит. Его просто смотрят, если на него смотрят, то вот оценивают, до какого же дна может дойти гнусности, вот подлости, вранья, безответственности может дойти человек. Вот как уже на какого-то экзотического там зверя в зоопарке смотрят. А как это вот так вот? Бывает так? А вот бывает. Вот смотрите, вот он, экземплярчик. Я думаю, что сейчас вот интересно вот в этом, до какого же дна он дойдет, а не то, что он говорит. Все, что он говорит, это все уже обнулено. Никто, ничего, никаких там... Единственное, что смотрит, насколько он безумен и что делать там, как бы, так сказать. Но я все время говорю, что я чувствую, что Запад готовит, если вдруг Путин действительно начнет приводить боеготовность ядерного оружия, как бы Запад не подготовил превентивный ядерный удар. Почему? Чего почему? Ну вот просто понимаете, какая история? Ведь если мы как бы не в НАТО, и мы-то, конечно, дороги открыты, но тем не менее вот заявку подали, то как бы нам помогают, но за нас же не воюют. А если ударить по вот этим шахтам, по вот Ну, этим... я имею в виду превентивный ядерный удар, это же все, это же катаклизм, это апокалипсис ядерный. Ну, то есть это будет уже война на уничтожение всего народа, всей страны. Но не дай бог. Да, Не дай бог. это страшно. Скажите, англосаксы, которых вспоминал Путин, которые взорвали северные потоки, причем вот он сделал это заявление, оно по миру вот разлетелось буквально сразу же по всем средствам массовой информации мировым, а потом, кажется, Нарышкин, да, вот СВР, глава, в общем, выходит и говорит: ну, у нас как бы нет таких данных, но мы знаем, что они это делали там когда-то. И, получается, обнуляет Путина с такой трибуны в такой момент, когда на него все смотрели и все
Ну, вот ждали чего-то. Получается, он просто как преувеличил, соврал. Но Путин врет всегда. Есть две структуры, которые врут, ну, Индии, конечно, много. Я все время говорю две. Путин и ЦИОМ. Это всегда врут. Ну, понятно, что там Лавров всегда врет, там Шойгу всегда врет. Они все всегда врут, но Путин врет всегда. Нельзя Путину верить ни в чем. Да нет, это все знает. Уже никто его не слушает. Это никто всерьез не оценивает. Все понимают, что он брешет. Потому что я извиняюсь, так сказать. Так, по-моему, по-украински, да? Да, Лжет. Ну вот. Поэтому он говорит для себя. Он говорит для вот этого быдломасса, которых еще его поддерживают. Ну, те, кто не прячет своих сыновей там по домам или куда-то отправляет за рубеж. А так-то вот его уже больше никто не слушает. Человек сам себя загнал в угол, из которого нет хорошего выхода. У Путина уже нет хорошего выхода. Нет, все. Вот здесь вот мы ставим точку. Никаких если, а вдруг у него нет хорошего выхода из войны. Он выбирает между плохим и ужасным, и между очень плохим и очень ужасным. Вот и все, что он может выбрать. ну как же, остановить боевые действия призывает Киев, сесть за стол переговоров. И, конечно Киев уже же, не призывает. Киев уже... он призывает Киев. он призывает Киев, но вот это вот сегодня принято состав Российской Федерации не отдаст. О чем тогда разговаривать? Вот в этом-то и вопрос. Нет предмета для переговоров. Поэтому будут долбить. Будут долбить до тех пор, пока не додолбят. Вот и все. Я уж там по-простому говорю, по-мидовски, по-лавровски. Мог бы сказать, что будут наносить соответствующие удары всей огневой мощи и так далее и тому подобное. Долбить будут. Каждый день, каждый час. Скажите, а вот это, ну вот новая идея идти на мобилизацию, ну там бороться с некачественной мобилизацией, то есть если ты ничего не умеешь и больной, и кривой косой, тебя вернут обратно обязательно. Надо Да, верить да. своему государству. Или вот И, как сейчас привезли за 600 километров тренировочный лагерь и бросили на заснеженном поле без палаток, без еды, без воды, без тепла. Тренировка хорошая, кто выживет? Те, кто бросит умирать. Кто здесь выживет? Добьют, значит, на фронте. Вот, я говорю, как вот в этом анекдоте. Ну, он же говорит, сосед, ну и ты говори. Что они могут сделать? Ничего не могут. Они могут только воровать, врать и угнетать. Они больше ничего не научились за эти 22 года. Вот и все. просто получается так, что вот эти люди, а их показывают, вот таких доблестных, Это не люди. мобилизованных. Это не люди. Не, ну Для почему? Путина, Люди, нет. Для Путина это расходный материал, имеющий определенную скорость расходования. Вот он просто считает арифметически, сколько нужно времени украинской армии, чтобы перемолоть эту массу. Столько-то. Значит, мы сколько продержимся? Будем каждый месяц отправлять на фронт там еще 50 тысяч, условно говоря. Вот мы, значит, 50 тысяч они в месяц могут перемолоть? Не могут. Значит, вот мы сколько там, по 50 тысяч, если вместе, если 2 миллиона мобилизуем, мы столько можем продержаться. Все. Люди для него не существует. Нет людей, есть только он, величие, так сказать, мессия всякая, так сказать, там, ботоксная, вот, который он себе сам внушил, что он мессия. Люди для него не имеют никакую ценность. Расходный материал. Расходный материал. Просто. Который вот имеет скорость расходования. И вот они считают эту скорость, насколько они могут затянуть войну, и насколько, что за это месяцы может поменяться, пока они будут тянуть волыну, так сказать, бросая, убивая людей на фронте. Причем больше своих, чем чужих. Вот. И для них это вот они надеются на то, что ситуация поменяется, кто-то дрогнет, кто-то моргнет, Запад отвернется, люди устанут, и тогда с нами начнут говорить. Вот весь расчет. Вот больше ничего. ну почему? Выборов ждут в Соединенных Штатах Америки. Тоже аргумент, почему бы и нет. Ну нет, выборы в Соединенных Штатах Америки там мало чего поменяет, потому что там все равно был и остается межпартийный политический полный консенсус в отношении России. Ну, хрен редьки не слаще для Путина. Уж я извиняюсь, так сказать, опять-таки.
за народную речь. А ему как раз хрень речь там будет для Путина. Я просто о людях. Сейчас там они крутят всякие разные пропагандистские ролики о том, что и вот кого не спроси, ну вот понятно, что это все пропаганда, это все не обсуждается. Но вроде бы, ну там, как бы нормальные ребята, ну плюс-минус, даже некоторые с интеллектом в глазах говорят, что они идут в Украину защищать Родину. И когда ты это смотришь, ты ну, немного не осознаешь, ну погоди, твоя Родина, на нее никто не нападал. И, собственно, как бы, что ты тут забыл? А вот это все равно, вот эта вот истерия, вот это вот эти концерты, вот эти все величивые вот эти, скажем так, выступления, всяческие вот эти наускивания, они же действительно вот сейчас по новой одурманивают российский Ну, народ. конечно. Дочь солдата, но он офицер, мы же помним это. Вот там еще ладно, там хоть какой-то осознанной команды не было. Там хоть какие-то, так сказать, там возвышение какой-то нации, ограбление соседей, чтобы нация жила лучше, чем соседи. А здесь-то с голой жопой, уж я извиняюсь, так сказать, пришли с голой жопой, их оттуда в этих мешках вывозят. Я этого не понимаю. Вот поэтому сейчас эта истерика, она быстро кончится. Это вот такая пена, она прям раз и исчезла. Еще там, как начнут эти гробы идти там пачками, там все сразу языки, уже языки половины прикусили, когда вот наступление на Харьков. Все вот эти апологеты Путина и войны, они заткнулись. Мне вот так вот звонят и говорят, да за все заткнулись. То есть, ну, понятно, что прекратили всякие, так сказать, высказывания на эту тему, потому что заставило все это поменять. Сейчас они опять разоткнулись, но это ненадолго. А потом заткнутся уже окончательно. Потом им еще и призовут на фронт, чтобы они заткнулись уже навсегда. Поэтому нет, это все эйфория, она быстро кончается. Это как шампанское, да, выпил, тут вроде как в голову ударил, но через 5 минут прошло. Да, ну, шампанское, конечно, они сегодня выпили, но посмотрим, кто будет А пить очень быстро. шампанское. Шампанское моментально проходит. Ну, 2-3 минуты. Чувствуешь легкий кайф, а потом нужно либо повышать градус, либо дозу, либо что-то еще. А так уже не Да, надо. но Бадун у России будет страшный, наверное, все-таки. Что будет? Бадун, похмелье. Похмелье будет очень тяжкое. Кровавое похмелье. Геннадий Владимирович, страшные вещи происходят на этом фоне. Вы знаете, вот эта информационная, понятная там картина, вся забита вот Путиным, его там претензиями к Западу, признанием вот этих и ну, там, вхождения в состав России этих территорий, ответом Зеленского, конечно же, там, Столтенбергом, вот этими всеми, скажем так, вещами геополитическими. И мало кто обсуждает, когда ну, вот уже больше 30 человек насчитали. Обстреляна колонна с людьми, Гуманитарный, да. которые, вот люди, они, ну, чтобы просто зрители понимали, там люди по несколько суток выстаивают в очередях, чтобы не было обстрела, чтобы попасть из подконтрольной Киеву территории на неподконтрольную территорию. И вот они, им разрешили, они поехали. И эта колонна была обстреляна. Понятно, там стороны обвиняют друг друга. Понятно, что пропаганда там одна, пропаганда вторая. Но ведь это же просто люди, которые просто везли туда там лекарства, одежду, навестить там стариков, больных родителей. Это просто, ну, это просто терроризм, то, что произошло. И это, ну, наверное, ну, очень страшная история. Она вот перманентная, потому что там днем ранее в Сватово подобная же история была, когда, собственно, колонна выезжала в сторону, там, ну, я так понимаю, границы с Российской Федерацией. И причем там очень интересно, есть сообщение, что среди этих ну, колонн, то есть российские войска, там, техника какая-то, какие-то военные машины и люди. То есть вот этот вот живой щит, о котором там толдычит пропаганда, сработала тогда вроде бы как наоборот.
Скажите, пожалуйста, этого вот будет больше с вот завтрашнего дня, с первого дня, когда они будут называть себя Россией? Но это будет постоянно, пока у Путина есть власть и деньги. Мы же понимаем, что сейчас основная задача у него, я же много раз уже говорил, повторюсь сейчас, истощить терпение, чтобы кончилось терпение у народа, кончилось терпение у коалиции, кончилось терпение у западных партнеров. И они сказали, черт с ним, с этим придурком, давайте как-то все-таки сядем за стол переговоров, попробуем что-то там сделать, чтобы остановить войну, гибель людей. Вот он на это рассчитывает. Поэтому его все удары террористические. Что по Краматорскому там вокзалу, что вот эти пытки, казни в Буче, там в Ирпене, что вот эти обстрелы госпиталей, там больниц, школ. Это же террористическая деятельность. Он проводит террористическую деятельность, используя оружие. А что там эти бомбы фосфорные? Что такое фосфорные бомбы? Потому что люди не понимают, что там температура горения 2000 градусов. Она ее не остановишь, ее не погасишь, пока она не прогорит. Это типа напалм. Вот понятно, что там абсолютно никакого гуманизма здесь быть не может, когда мирный квартал, дети, там, где женщины обстреливают, и вот мы видим это огромное количество вот этих горящих фосфорных точек падает на город. 2000 градусов. Это же температура плавления металлов. В Мартеновской печи там, и то там 1800, может быть, 1900, а тут 2000 градусов. То есть, Путин террорист. Я, честно говоря, пока не понимаю, почему там резолюция застряла в Сенате, по-моему, в Сенате, а может, на президента. У президента на столе лежит. В Госдепе, да. Я думаю, что надо подписывать. Особенно вот после этих вещей, когда гуманитарные колонны, где, понятно, стоят и никуда деться не могут. Это просто живая мишень. Живая мишень. И по ним хреначит вот эти ракеты С-300. Я знаю, что это такое, я их видел. То есть я с ними не работал, не служил. Когда я служил, другие были ракеты. Тоже, кстати, в ПВО служил. Но это же противоракетная оборона, по большому счету, локальная противоракетная оборона. Она строится сейчас, в том числе на базе комплекса С-300. Это же огромные ракеты, которые обнаруживают, там находят цель на расстоянии 300 километров в воздухе. 300 километров, что такое 300 километров? Космос начинается там 100 километров. Спутники на 90 километрах уже летают. Низкоорбитальные. Вот этими ракетами ударить по людям, вообще, у меня просто слов нет. Это чисто фашистское деяние. Даже хуже фашистов таких не было, таких ракет, такого мощного оружия, как сейчас есть у Путина. Вы извините, мы перескакиваем, но это действительно там центральная линия. Вот то, что будет с неподконтрольными, ну, нашего разговора центральная линия, то, что будет с неподконтрольными территориями. 8 сенаторов, собственно, говорят, добавится в Совете Федерации. Я просто так спрашиваю. Что? На полгодика. А может и на месяц, кто ж его знает. Может, на месяц, да. Может и на месяц. Избирательный округ Лиман уже не избирательный, по-моему, а там просто округ. А кто это такие? То есть окружение. Откуда они берутся, эти сенаторы? Ну, вот просто ваше мнение интересно. Кто они, зачем они? Маразм и идиотизм не имеют дна. Вот я раньше думал, что должно быть дно, даже у идиотизма и маразма. Я убедился. Я согласен с Эйнштейном, который сказал, что он убежден в бесконечности только двух вещей. Вселенной и человеческой глупости. Вернее, человеческой глупости и Вселенной, и в бесконечности Вселенной. И то в последнем он сомневается. Единственное, бесконечной человеческой глупости и идиотизм. Вот, ну нет дна. Ну идиоты, ну что можно сказать. Ну все, окончательно превратили себя, самих и все свое окружение беснующихся идиотов. Ну что можно с этим сделать? Сенаторы, да, депутаты выбирают. Это Полиман, я же говорю, что избирательный округ превратился в избирательное окружение, да? Да. Ну так оно и будет. Да? Кого-то пришел к своим избирателям, а их нет. Они уже в другой вернули свою страну. Ой, блин. Разные подсчеты. Вот эта питерская подворотня, она вот
ничего хорошего не добавляет людям. Наоборот, она их портит всегда. Разные подсчеты, вот по-разному разные, скажем так, там специалисты, какие-то аналитики относятся к, скажем так, призу, ну вот призу. Вот эта территория, которая сейчас не подконтрольна Украине, оккупирована Российской Федерацией, Ну, там, еще есть хорошее слово бонус. ну нет, именно приз я хочу употребить, потому что, ну, это же победу сегодня празднует Путин, и он же вместе со своими там на митинг-концерте звездами, звездульками, там рэперы, певцы, певицы, которых никто не слушает, ну, по большому счету, немножко нетрезвому Лепсу, который сказал, что это все не признают, ну и, мол, хрен с ними. Вот. Зато я спою. Да, зато я спою, зато гонорар налит, так говорится. И вот это вот все, этот весь праздник, вот материальная составляющая. Одни говорят, что, ну, извините, это, ну, хорошее приобретение в плане инфраструктуры, в плане там каких-то оставшихся, ну, не то что предприятий, но каких-то объектов, давайте так выражаться. Одна там Запорожская АЭС, там, чуть ли там не 20 миллиардов, ну, стоит, это если так оценивать стоимость. Другие говорят, что это все, это, конечно, хорошо и, наверное, справедливо, если считать по законам мирного времени, что действительно очень серьезное приобретение, но все разрушено, нужны колоссальные средства для того, чтобы там, ну, хоть что-то теплилось и жизнь была. Вы к какой когорте аналитиков относитесь и какому мнению больше привержены? Я придерживаюсь своего собственного мнения. Идиоты празднуют праздник, а они получили то, с чем не могут справиться они со своим объектом, не справляются, которые ничем не разрушены. А здесь это просто будет создана какая-то зона деградации, зона депрессии, бегства населения. И пока, и да еще к тому же это все очень временно, очень на короткое время. Вот я просто сейчас убежден, что наступательные порывы и операции украинских вооруженных сил, они сейчас усилятся и будут более жесткими. У меня никаких сомнений нет. Ну, давайте посмотрим. Вот я вот про ливанскую группировку совсем недавно это узнал, про ливанское окружение. Но думаю, что это не последнее. Думаю, Ну да, 5500 вроде бы как по подсчетам, ну, в окружении находится сейчас. Конечно, это окружение не признает противник, это 100%. Нет, дорога контролируется, есть... Ну, может, она контролируется, но попробуй по ней проехать. Ну, это, как бы, это мы все еще узнаем и, конечно, немножко позже верифицируем через официальные средства массовой информации. Я хочу сейчас обратиться к нашим подписчикам, ну, к моим подписчикам, людям, которые комментируют и постоянно ну, как-то сопереживают и, ну, вот, обсуждают все. Недавно под одним из видео, ну, я не буду говорить каким, вы, наверное, знаете, те, кто смотрит все мои видео, попался комментарий, ну, женщины, которая говорит, что я русская, я живу в России, я не могу это все терпеть, я жду того момента, когда я смогу приехать в Киев, встать на колени, ну, там, со слезами, ну, плакать и молиться, и молить о прощении. Это достаточно такой, ну, животрепещущий, скажем так, был комментарий, и, ну, собственно, на него тоже реагировали люди. Реагировали по-разному. Кто-то говорил, что не будет тебе прощения, нечего тут тебе делать, что ты тут забыла. Кто-то, скажем так, ну, более жестко. И действительно, вот эта дискуссия о прощении, я бы вот хотел с вами на этой, скажем так, ну, на этой ноте, на этой теме закончить разговор. Смотрите, Геннадий Владимирович, вот кровь, убитые, разрушенные города, война, какой-то паритет, который выстроился за эти 7 месяцев, дальше наступление украинских вооруженных сил, что является само по себе моральным отмщением. Ну вот, блестящая операция на Харьковщине, вроде как ну, отмщение, живым, по крайней мере. Но когда у тебя крадут, ну вот, воруют территории, города, то здесь немного другая эмоция в обществе и в украинском, ну и, понятно, в российском тоже. Как вы думаете, извинений достаточно будет? И что нам, вот людям, которые смотрят вас, делать? Извинений или изменений? Извинений.
Но будет комплекс вины в России. Это понятно, что он будет очень долго, безусловно. Извинения тоже, естественно, будут, но это уже будет после Путина. Помимо извинений будут же репарации, будут какие-то еще шаги. Но тут, понимаете, нельзя зацикливаться на ненависти. Давайте так по-честному говорить. Если мы сейчас проанализируем всю европейскую историю, пойдем сейчас ее проанализируем. Все соседи воевали друг с другом и были самые жестокие кровавые войны. Французы кружались с англичанами, немцы воевали с французами, поляки воевали с литовцами, там, с украинцами, с русскими, не знаю. Там. Все друг с другом воевали. Это была такая наша история. Если, конечно, циклиться на какой-то там ненависти, то ничего хорошего из этого не будет. Понятно, что это война не народа, не народная война. Это война охреневшего от безнаказанности режима, который захватил власть и оккупировал сначала свою страну, а потом полез в чужую. Поэтому тут задача так. На бытовом уровне я все понимаю, я не осуждаю. Мне тоже там что знаю, пишут. Вот. Хотя я-то с Путиным борюсь уже еще не было в Украине ничего демократического практически, когда я эту борьбу начал. Неважно. Вот главное, чтобы власти понимали это, чтобы это понимали журналисты, формирующие точку зрения, политики понимали. Тогда мы можем выстроить отношения с новой Россией, там, с тем, что на ее месте возникнет. Денацификация, демилитаризация, десталинизация, тот путь, который должна быть пройти Россия, депутинизация и так далее. Но этот путь придется пройти. Но я бы вот все-таки сейчас призвал не злорадствовать. Вот мне сейчас пишут, я вот написал там твит, что гуманитарные катастрофы на границах. Там десятки тысяч людей, они без одежды, без воды, без питания, топливо кончилось, очереди там на многие сутки. Ну, я увидел количество отзывов там, и понятно, чтобы они там все сдохли и так далее. Ну да. Но люди во всех странах, есть те люди, которые как бы думают о сегодняшними эмоциями, сегодняшним днем, сегодняшней ситуации. В том-то и дело, вот, что должны быть политики, которые ведут народы, и которые понимают, что рассуждать, вот, можно или нельзя поддаваться эмоциям, можно ли нельзя поддаваться ненависти, можно ли нельзя поддаваться там какому-то жажде отмещения. Вот я считаю, что мы должны, в первую очередь, политики, руководители будущей России, новой России, Украины, это иметь в виду и всегда, так сказать, следовать этим принципам. Потому что ненависть ничего хорошего не приведет. Она объяснима, она понятна, ее можно оправдать и так далее, но она не должна становиться культом. Она должна становиться доминантой. Вот это очень важно. А ненависть к Путину у россиян? Это без ограничений, так же как Гитлера, так же как какому-нибудь Пол Поту и так далее. Тут она безграничная ненависть, потому что это люди, которые, захватив власть, захватив страну, по сути дела, привели человечество к новой очередной катастрофе. И нет никакого прощения. Как говорится, там большой шкаф громко падает. Громко будет падать культ личности Путина. Страшно будет падать культ личности Путина. Тяжелейшие будут последствия. И они отразятся на всей планете. Мы это увидим с вами. Что вы имеете в виду? Даже если не будет ядерного апокалипсиса, я почти убежден, что его не будет, будут очень серьезные процессы, которые затронут весь мир. Начнутся какие-то гражданские войны, конфликты, потасовки. Ну, с одной стороны. С другой стороны, конечно, будут позитивные процессы типа победы над диктатурами во многих частях. То есть будет иметь геополитическое значение. Тут вот, я знаю, что не все любят это слово геополитическое. Как говорил Джон Рид, значит, вот эти там 10 дней, которые потрясли мир, вот будут какие-то дни, которые потрясут мир. И дадут ему надежду, кстати говоря. Потому что исчезнут диктатуры в Средней Азии, исчезнут диктатуры кое-какие в Африке, в Латинской Америке, типа вот Венесуэла, там же тоже
обездоленный народ. Там вот 22 миллиона, 3 миллиона уже убежало. Больше 10%, больше, да, больше 10%. И люди бегут, 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 бегут. Потому что опять там лютующие силовики, они не оставляют шанса людям на сопротивление. И только нужно вооруженное сопротивление. Вот рано или поздно в России оно возникнет тоже, но, скорее всего, элита с ним разберется. Уж очень много он ей говна наделал. Уж извините там за прямоту. Это та, которая элита, которая там спали, Вот, которая Кадыров с ним плакал. была. Да, да, Да. да, да. Он ее больше всех наказал. Он ее всего лишил. Ну, он и нас всего лишил, но я имею в виду, что у нас может, не так много чего было, кроме родины, страны, там, круга друзей, общения и так далее. А он-то их вообще под корень. Поэтому я думаю, что они на себя с лютой ненавистью к нему пылают. Алла Пугачева уехала, забрала детей и поехала к мужу. А хочет и в какую Россию, и, наверное, как он себе представляет возвращение в Россию Геннадий Гудков? Хочется привести слова Игоря Талькова, там, не страну дураков, а страну гениев, да? Страну гениев. Ну, конечно, не будет страны гениев, за нее надо бороться. Я хотел бы вернуться в Россию, которая встала на путь демократических реформ, и так как у меня есть опыт, знаний и понимания, что нужно сделать так, чтобы эти изменения были необратимыми, мне хотелось бы в этом принять участие, чтобы действительно построить систему, при которой больше никогда вот не повторится вот все то, что мы проходили, к сожалению, не один раз. Не один. У нас все эти цари, богоносцы, у нас эти все великие кормчие всех времен и народов, вожди, у нас эти все генеральные секретари и президенты, которые, так сказать, луноподобные солнцелики, ну хватит, ну надоело уже. Хватит наступать на одни и те же грабли. Я знаю, как сделать так, чтобы этого больше не повторялось. Надеюсь, что мои знания и опыт, может быть, еще и пригодятся и послужат людям. Я благодарен вам за эту беседу. Геннадий Владимирович Гудков был со мной на связи. Спасибо вам большое. Удачи. Друзья, берегите себя, сейчас самое главное. Ну, и, конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь и комментируйте, потому что здесь ни один комментарий не удаляется, если вы культурно и система там, фильтрации Ютуба пропускает, вы пишете, этого никто не сотрет. Этим и ценна наша площадка. До скорого, увидимся обязательно.